It's very inspiring to learn something new. Это очень вдохновляет учить что-то новое. In fact, scientists have shown that when you learn something new, then there is a release of neurotransmitters in the brain, like dopamine, and it makes you feel high. На самом деле ученые доказали, что когда вы изучаете что-то новое, то тогда это заставляет ваши нейротрансмиттеры увеличиваться в активности, и тогда дофамин повышается. This is why people get addicted to crossword puzzles. Поэтому люди любят кроссворды. If you solve this crossword puzzle, then what benefit do you get? Они пристращаются к этому. А если вы решили вы кроссворд этот, но благо какое вы от этого получите? It's a complete waste of time. Абсолютная трата времени. But when you suddenly figure out something like this, it gives you some high. Но когда вы что-то новенькое для себя обнаруживаете, то тогда вы себя чувствуете в таком приподнятом настроении. So even though solving a crossword puzzle is completely unproductive, but still people, they become addicted, they want to do it every day. И даже несмотря на то, что эта деятельность, разгадывание этих кроссвордов является абсолютно неконструктивной и непродуктивной деятельностью, но все равно люди очень пристрастно к этому относятся, очень любят это занятие. So, be careful. Будьте аккуратны. In our spiritual life, we should not be only learning to get high. В нашей духовной жизни нам не следует учиться только тому, как повышать свой уровень, To feel good. чтобы чувствовать себя хорошо. Learning feels good. Конечно, как процесс обучения заставляет чувствовать себя хорошо. But we should not be learning for that reason. Но по этой причине это не должно быть нашей мотивацией. Because the purpose of our study is to develop love for Krishna. Потому что цель нашего изучения – это развить любовь к Кришне. Therefore, my Gurudev, he said, we don't study. Поэтому мой Гурудев сказал, мы не учимся. We do Krishna Anushilanam. Мы совершаем Кришна Анушиланам. Anushilanam means the cultivation of activities and sentiments which are favorable for Sri Krishna, to give happiness to Sri Krishna. Анушиланам означает культивация деятельности и чувств, которые предназначены ради блага Шри Кришны. So we are learning not for the sake of learning. Поэтому мы учимся не для того, чтобы учиться. We are studying to increase our surrender. А мы совершаем наше изучение для того, чтобы увеличить наше предание. To steady our faith. Для того, чтобы стабилизировать нашу веру, сделать ее сильной. To purify our mind and intelligence. Для того, чтобы очистить наш ум и разум. To be inspired with stronger spirit of service. Для того, чтобы быть вдохновленными духом служения. And to understand how to tread the path through the stages of bhakti leading to Krishna Prem. И для того, чтобы понять, как же пройти через все эти различные уровни бхакти, для того, чтобы в итоге обрести Кришна Прему. You can think if you are learning and memorizing verses and so on of scripture, I am doing this to please my Gurudev. Вы можете думать, все, что я изучаю, все стихи, которые я выучиваю в процессе своей практики, я их делаю для того, чтобы порадовать моего духовного учителя. So that I can first understand his vichar, his perspective, his philosophical conclusion and deliberation. Для того, чтобы в первую очередь постичь, что такое вичар, какими философскими принципами он живет, какими заключениями. So I can be immersed in the current of his conception, that is called vichardhara, the current of conception. Чтобы я мог быть полностью погружен в вичардару, в этот поток философских концепций, которые он несет. And so that I may have the privilege of performing the service of representing that vichardhara to the world. И также я совершаю это изучение для того, чтобы нести эту привилегию донесения этого возвышенного знания всему миру. If a person learns so many things, but they don't learn how to be respectful and obedient to their spiritual authorities, then all their learning is useless.
Если человек много всего знает, много всего выучил, но тем не менее он не понимает, как подчиняться и как быть уважительным к тем, кто является более возвышенными, чем он сам, то тогда грош цена такому изучению. Yasya sakshat bhagavati jnana deepa prade guru matya saddi sutam tasya sarvam kunja raso chavat. It is said that the person who bestows upon us transcendental knowledge is a direct representative of the Supreme Lord. Сказано, что та личность, которая нам дарует трансцендентное знание, она не отлична от Верховной Личности Бога. So if one in his mind will consider Guru to be an ordinary mortal being like others, Поэтому, если в своем уме человек полагает своего духовного учителя обычным смертным, then Srutam Tasya, all of his study of the Vedas will be like the bathing of an elephant. тогда Шуртам Тася, все его изучение ведических писаний будет подобно омовению слона. When an elephant bathes in the river, they wash off all the dust, but as soon as they come out, they take their trunk and they throw dust over themselves again. Когда слон идет омываться в реку, то он полностью покрыт песком. Когда он омывается, он выходит обратно на берег и снова забрасывает себя хоботом пылью. So we have to have our priorities in order. Поэтому мы должны четко расставлять приоритеты. First we learn to be obedient, to be humble and submissive to our Guru and senior Vaishnavas, very respectful. Сначала мы учимся уважительному отношению к нашим старшим, подчиняться, учимся им быть смиренными. And then, in that context, we cultivate the activities and the sentiments which are favorable for the pleasure of Krishna. Имеется в виду гуру и вайшнава, и после этого мы учимся культивированию, взращиванию в себе всех чувств и всей деятельности, предназначенной ради блага Шри Кришны. So now we begin our Krishna Anushilana. Сейчас начнем наш Кришна Анушилана, нашу культивацию.